Доброе утро, Кампучия. Так, друзья, сегодня мы едем в далекий храм, так называемый далекий. 77 километров он от Пномпеня находится. Едем на мотике. Специально для канала Джо Коннор я поехал туда. Ну и также для моего канала. На самом деле, как бы я хочу на канале показывать не только еду, путешествия и быт какой-то камбоджийцев, но и показывать историю, потому что история Камбоджи очень интересная. Конечно же, самое главное в их истории — это Кхмерская империя. Постройки времен Анкор-Вата и до Анкор-Вата времен. Значит, вот храм, куда мы едем, он получается 6 века. Пном-Да называется. Я там уже один раз был. Сейчас еду еще раз. Подготовился. Только в одежде в такой. Вот, кстати, видели, какая куртежка? Она прям подвыгорела от солнца. Специально для путешествий. Так, а вот тут я остановился напротив. Смотрите, какого красивейшего буддийского храма. Давайте засниму вам его. Вот в чем мне нравится, что мне нравится, точнее, не в чем, а что мне нравится в Камбодже. Вот у них, конечно, вся буддийская культура. И вот очень красивые храмы, такие красивые, приветливые. Позитив такой несут, прям. И знаете, везде они разные. Везде разные. Где-то там больше каких-то одних животных или там каких-то существ. Конечно, везде кобра. Кобра ассоциируется здесь везде и всегда есть. Так, это моя сибиха. Нормально едет на 95-м. Какой-то иностранец прокатил. Так, а вот там напротив зона отдыха, смотрю, это вот на берегу реки. Мы вдоль реки будем ехать. И там можно перекусить, переобедать. Ладно, друзья. Едем дальше. Друзья, дороги в Камбодже очень интересные, очень колоритные, и много чего можно увидеть. Это и школьники, которые на велосипедах в деревнях едут в деревенскую школу, и монахи, которые проходят вдоль дорог. Один раз я даже видел слона. Мы когда путешествовали на мотоциклах несколько лет назад, и слон шел по улице, его вел погонщик. Но это было только всего один раз, но была очень интересная история. А так, конечно, движение очень специфическое, нужно быть готовым всегда ко всему, потому что люди выворачивают, выезжают, разворачиваются, вот как вот сейчас там впереди, так как они хотят. Поэтому всегда нужно быть готовым к такому моменту, что кто-то может выскочить, и ты должен быть готов, если что, резко остановиться. Поэтому, как правило, скорость небольшая. А так еще чем колоритные дороги? Тем, что вокруг, вдоль дорог идет очень много торговых рядов. Это можно сказать, что один большой торговый ряд. Люди торгуют. Мелкий бизнес. Можно не переживать о том, чтобы где покушать, потому что покушать можно всегда и везде. И бензин там тебе продадут, если что, из бутылочки нальют, если не будет заправки. Поэтому вот, конечно, у них характерно то, что именно мелкий бизнес везде присутствует. И вот люди как бы живут, никто их там не трогает, все они там спокойно этим занимаются. И вот это очень такая интересная особенность камбоджийцев.
Вот еще один храм, да. Я сейчас пока ехал, наверное, еще штуки 3 у меня было. Просто не останавливался. Вот все разные. Здесь вот слоны стоят на входе. Он чуть-чуть постарее. Такой видно. Не тот, который был первый, я снимал. Так, ну а мы едем дальше. Блин, а я промотал, короче, поворот. Мне нужно было поворачивать вот тут. Хорошо, что не сильно уехал. Ну ладно, сейчас развернусь. Сейчас я уже свернул на менее оживленную дорогу. И слева, и справа здесь идут такие большие сады. И в этих садах выращивается много фруктов. И вот если вот обратить внимание, сейчас вот мы проезжаем как раз вот справа, прям такие стоят такие типа киосков. Продается все время очень много всяких разных фруктов, начиная от с обычных, скажем так, бананов, заканчивая там более экзотическими, просто названия многие я даже не знаю. Все указывает то, что мы едем конкретно уже по сельскохозяйственной провинции. Много всяких разных средств транспорта, которые там везут или сено, или вот с фермерских угодий везет какую-то траву на продажу. Поменялся пейзаж. Уже начинают появляться рисовые поля. Мы, кстати, едем вообще в самый центр рисовый, камбоджийский. Так, а сейчас вот мы будем подъезжать. Вот слышите вот этот звук. Это, получается, такие ставятся у них большие громкоговорители. И вот на данный момент в этом месте проходят поминки. Вот именно таким образом они проходят. С громкоговорителем. Такой звук увеличенный. Так, ну а я остановился для того, чтобы посмотреть, сколько мне там еще ехать, и чтобы не сбиться с пути. Да, красивое очень сооружение. Везде Будда. Ага, да-да. Ага. No, cold hat? Да. Коконатика закажу. У меня такое ощущение, что я, по-моему, в этом месте уже останавливался в прошлый раз. Как вот тут живут люди? У них тут... Ого, какой здоровый бык стоит. Это не бык, это получается... Какой красивый! Какой-то красивый племенной. Я таких красивых вообще ни разу не видел здесь. Там вот написано, что их продают. Ого! Слушайте, вот это я остановился. Что тут у них еще есть? Петушки, курочки. Какое-то вот тут озеро. Что, выпьем кокосику. Жарко. Вот, кстати, вот так вот продаются еще и бензин для мотороллеров. Можно купить бензинчик, если тебе нужно.
то ты берешь и покупаешь. Это такое ощущение, что я все-таки здесь просто раз останавливался. Я чуть-чуть дальше. В озере по-любому что-нибудь ловят. И рыбу, и креветок, и крабов каких-то таких озерных. Парень тут, вот ее сын или кто-то еще лежит тут. Короче, вот такой бизнес у дороги. Простецкий бизнес. Кокосик стоит $1. Говорит это. Говорит, что-то сын там повредил руку или что. Я так и не понял. Может, он попросил, чтобы я ей денег дал? А может, и мне так показалось. Показывает парень тут это. Спортом занимается. Он open. Руку повредил. Молодец, слушай, спортсмен. Ну, видишь, как это. Миша не рассказывает о том, что тут происходит, да? Очень приветливые, очень приветливые. Май очень приветливые. Так что я вот еду. Ехать еще мне минут, наверное, 40-50. Пью кокосик. Класс. Холодный кокос. Вот пришла ее дочь с ребенком. Поздоровалась, молодец. Дети везде у них, дети все. А я вот, кстати, уже вижу этот холм, его прям видно. Мне еще 50 минут показывает ехать. И этот холм, вон, наверное, в камеру, конечно, будет сложно видно. Вот туда за озером, прямо. Там место нашего храма. А я, друзья, продолжаю свой путь. И слева, посмотрите, здесь вот рисовые поля. Только-только тут рис начали высаживать или уже высадили. А здесь рисовые поля, смотрите, уже тут такой зелененький, у них получается зелененькие уже побеги выросли, и там он уже начинает, скажем так, расти. Мы с вами сейчас находимся, можно сказать, что в такой части вот этой провинции, где очень много риса произрастает. Так, ну вот тут рис, получается, уже взошел. А здесь вот он еще только будет входить. Может, его только что и посадили, даже не знаю. Но вот тут такая вот просто еще, можно сказать, жижа какая-то вот с этой стороны. Тут вот уже зелененькая. Hello. Ну вот смотрите, это получается рис делают, да? Вот тут везде, прям вот проезжаю здесь и везде вот тут это сушат уже. Собаки. Что меня удивило в данной провинции, так это огромное количество риса, который сушился на солнце, а в каких-то местах он собирался уже в мешки. Короче, рис был везде. Я понял, что я нахожусь в рисовой провинции. Отъезжаем, вон уже холм. Видно? Здесь такая река. Прям красиво. Особенно красиво вот там, где храм. Там у реки прям очень.
Вид такой вообще хороший. Много лодок. Я так понял, что можно на лодке сюда, до этого храма, добраться с Пномпеня, потому что храм-то он вон он. Вот лодки ходят. Так, я приехал, значит. Мотик мой здесь оставлю. Сейчас я у них спрошу. My motor, stay to here, okay? I go to here. Ok, Ok. Cho mau. À, ok. Để cho Ok. bài và đăng về nhà. Okay, okay. Dạ.